Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую и понемногу живу в разных странах. Сейчас я нахожусь в городе Паттайя, и сегодня у нас по плану отправиться в двухдневное путешествие по Таиланду, заехать в один уникальный храм и посетить провинцию Таиланда Канчабури, чтобы завтра отправиться в природный заповедник Эраван. Первая локация, в которую мы сейчас направляемся, называется храм Wat Samphan, и находится он в 50 километрах от Бангкока, и его еще также называют храм дракона. Уникальное сооружение, которое мне очень давно уже хотелось посетить и посмотреть на него. Ну и плюс этот храм находится как раз таки по пути в провинцию Канчабури, поэтому пойдемте посмотрим на этот храм. Там где-то наверху есть парковка. Итак, мы добрались до храма, который я очень давно хотела посетить. Храм дракона представляет собой 80-метровое здание розовое, которое обвивает дракон, построенный в 1985 году. Но пойдемте посмотрим, наконец-то, это великолепное чудо. Храм дракона или Wat Samphan находится в 50 километрах от Бангкока, в городе, название которого я, к сожалению, не смогу выговорить, но локацию этого места я оставила у себя на канале в Telegram. Это необычное место поражает воображение своей необыкновенной архитектурой. Wat Samphan – это 17-этажный храм, обвитый огромным драконом. Само здание храма окрашено в ярко-розовый цвет, что делает его еще более заметным на фоне окружающей местности. Это здание очень не похоже на другие буддийские храмы в Таиланде. Изнутри тело дракона полое и представляет собой бетонный туннель, по которому можно подняться на крышу и насладиться панорамными видами окрестностей. Но там нет нормального кондиционирования и подниматься довольно высоко, поэтому мы не стали этого делать. Зато напротив храма с драконом расположено здание, по лестнице которого можно с легкостью подняться и сделать красивые кадры. Это, кстати, нам подсказала милая Тайка, которую мы там встретили. Воспользуйтесь, если поедете в это интересное место. Но у этого красивого места испорченная репутация, и оно считается постыдной достопримечательностью Таиланда. Это место часто опускают в туристических путеводителях, и оно не так известно среди международных туристов, как другие достопримечательности Таиланда. Несколько лет назад настоятеля этого храма посадили за растление малолетних. Кроме настоятеля в этом деле были замешанные монашки, которые якобы содействовали ему. Наверное, именно поэтому тут практически и нет туристов. Кроме самого храма, здесь находится еще одно необычное здание в виде черепахи. Говорят, что это какой-то бункер, а его часть вообще затоплена. Мне, кстати, так и не удалось узнать, для чего вообще предназначалась эта постройка, поэтому пишите в комментариях, будет очень интересно это узнать и почитать. Ну что, посмотрели мы этот интересный храм с драконом, он мне очень понравился, Кирилл остался вообще в восторге, походили там, погуляли, была потрясающая солнечная погода, было очень жарко, сели в машину, немного отъехали, и, собственно, начался ливень, все потемнело, все стало темно. У нас по плану было посетить еще один храм, прогуляться, возможно, потом вечером по городу. В итоге, по ходу дела, не знаю. В общем, нам ехать еще на самом деле минут 40, наверное. Возможно, дальше дождя не будет, либо я надеюсь, что он пройдет и будет получше. Но пока что поливает. Плюс завтра мы еще хотели сходить в национальный парк. А идти в парк, если будет такая погода, это, конечно, невозможно. Доедем сейчас в любом случае до Канчабури, посмотрим, какая погода будет там, что нас будет ждать там. Короче, мы доехали до города, доехали до храма, до которого я хотела доехать. Храм пещеры Тигра она называется. Мы сейчас стоим прямо у входа в этот храм. Есть, правда, одно но. В этом месте очень много бездомных собак, а я боюсь бездомных собак. Я надеюсь, что у нас получится нормально погулять. Пойдемте, я вам покажу и немного расскажу, что успела узнать сама по дороге, пока мы сюда ехали. В общем, посмотрите, нам сейчас предстоит преодолеть ступени. Мы уже поднимались в высокий храм. Это было в Куала-Лумпур.
Мы приезжали в Батукавы, это тоже такой храмовый комплекс, туда много паломников приезжает, и туда тоже нужно было подниматься. В общем, было дикое пекло, еле поднялись. Сейчас после дождя, в принципе, погода приятная, не жарко, очень хорошо, так что я думаю, нам не составит труда сейчас преодолеть эти ступени и подняться к этому храму. Так, ну ладно, про не составит труда я слегка погорячилась. Фу, в общем, я запыхалась. Но мы поднялись, виды очень красивые. Храм пещеры Тигра – это большой и многоуровневый буддийский храм. У этого храма есть интересная легенда. По легенде, один монах поднялся в пещеру, расположенную на месте современного храма, и встретил огромного тигра, который там проживал. Но, несмотря на опасность, монах решил не уходить, и если тигр его загрызет, принять это. В итоге тигр не напал на монаха, а подружился с ним, и на этом месте со временем образовался храм. Но это еще не все. Верующие считают, что монах достиг такого уровня просветления, что не умер, а ушел в глубокий сон, который длится уже десятилетия. Говорят, что у него продолжают расти волосы и ногти, и однажды он проснется. Само место просто великолепное. Можно свободно ходить по территории, поднимаясь на разные уровни и заглядывая в укромные уголки. Кроме этого, храм расположен на возвышенности, и с него открывается прекрасный вид на рисовые поля. В общем, очень красивое место. И знаете, в чем плюс путешествовать, особенно вне сезон? Да, иногда, может быть, солнце пропадает, и вот как сейчас пасмурная погода, но сейчас дождь закончился, он был такой кратковременный, и очень-очень мало туристов. Здесь так тихо, так спокойно. Чирикают птички, просто такое многоголосие, и просто офигенный покой. Плюс вид с этого храма открывается невероятный. Рисовые террасы, здесь какая-то деревенька, река. В общем, красота. Однозначно стоит посетить, приезжайте сюда, вход сюда совершенно бесплатный, и народу совершенно мало. Не знаю, может быть, в сезон здесь много народу, но сейчас просто совсем мало людей. Буквально там парочку ходит, и всем хватает места пофотографироваться, поснимать. В общем, очень мне здесь понравилось. В общем, храм потрясающий, он многоуровневый, поэтому, и что самое удивительное, я не знаю, всегда здесь так или именно сегодня нам как-то повезло, здесь нет каких-то ограничений, можно ходить абсолютно самому, подниматься на все эти разные уровни. Мы сейчас пробрались в какую-то башню, там несколько уровней, на которые можно подняться, я уже не стала подниматься на самый верх, потому что там немного темно, но в общем-то походите, погуляйте. Территория большая, очень красивая, народу немного, можно пофоткаться, поснимать, самому побродить, и это прям одно удовольствие. Мне очень понравился этот храм. Ну что, мы добрались до города Канчабури. Я очень голодна, Кирилл голоден еще сильнее, поэтому мы первым делом зашли в какое-то очень приятное место, приятную кафешку. Сейчас мы поужинаем, ну и, собственно, на этом первый день нашего путешествия подойдет к концу. Хотя, возможно, мы прогуляемся по городу, а может еще нет, я пока не знаю. На монтаже мы это и узнаем, добрались мы до дома сразу же или пошли гулять. В общем, сейчас будем ужинать, а завтра нас ждет новые путешествия. Доброго утра, мои дорогие зрители! У нас наступил второй день нашего путешествия по Таиланду. Мы уже сходили, позавтракали. Единственное, у меня так разболелась с самого утра голова. Я, в общем, надеюсь, что она не разболится еще сильнее, потому что у нас такие, достаточно сегодня насыщенный день предстоит. А я человек, который, если начала болеть голова, будет болеть пару дней. В общем, мучаюсь мигренями, спасаюсь кофеечком, потому что у меня пониженное давление, и иногда мне это помогает. Вот, мы арендовали номер на одну ночь. Номер такой достаточно симпатичный, хоть и небольшой, плюс сюда был включен завтрак. Не самый лучший завтрак, но нормально. Яйца, сосиски, в принципе, поели. Стоимость номера $34 в сутки. Давайте я вам
очень быстренький сделаю рум-тур и поедем с вами дальше. Ну вот, собственно, кровать, большая кровать. Не поняла, в чем прикол. Раковина вынесена из туалета. Так, вот тут у меня Кирилл стоит. Прячется. Вот такая симпатичная стоечка под одежду. Прям очень стильный номер. Вот такое зеркало. Вообще, кстати, в гостиничных номерах, где я жила, было редко встретить, можно было встретить зеркало. Вот, ну и обычная ванна, в принципе, вот тут унитаз и вот такая вот без, ну, чисто классическая азиатская, это Кирилл. И прикольно, у нас симпатичный довольно-таки вид из окна. Так, не знаю, как открыть, так что вот так вот. В общем, вот там такие джунгли прикольные. В гостинице есть свой бассейн. Вообще здесь хостел на первом, втором этаже вроде, а вообще 4 этажа. В общем-то, гостиница такая, с виду кажется небольшая, на самом деле достаточно большая, номеров тут много, в общем, приятная. Если что, это не реклама, пишите, будете, если здесь, скину вам ссылочку, в какой гостинице мы оставались. Вот, ну все, погнали дальше, погнали смотреть водопады. Надеюсь, погода сегодня будет благоволить, и моя голова тоже будет благоволить, и я не умру от мигрени, и мы посмотрим все, что планируем. Погнали! В общем, мы доехали до национального парка. На въезде в парк взимается плата. Но прикол в том, что у них нет здесь кэша, нет налички. Они нам предложили скачать по QR-коду приложение, в котором нужно зарегистрироваться и внутри этого приложения оплатить. В общем, Кирилл сейчас пытается разобраться. Кирилл, что тут нужно? Еще паспортные данные, что ли, вводить или что? Да, я так и не поняла, в чем прикол, почему нельзя оплатить, наличкой, почему нельзя так сделать. Короче, здесь еще тоже стоит очень много людей, приехали и иностранцы, и тайцы, в общем-то, и все вот этим занимаются мероприятием. Короче, капец, по мне, так это вообще такая трата времени, жесть просто. Хотя можно просто оплатить наличкой и ехать дальше. Вот. Ну, из хорошего, по пути, пока вы сюда едете, здесь безумно красиво. Я просто сидела, Кирилл-то, конечно, занят вождением автомобиля, а я глазела по сторонам, и там такие открываются прекрасные виды. Очень-очень красиво, так что езжайте, еще так прикольно. Когда едешь, тут такие деревья лиственные, не пальмы, и мозг так немножко переклинивает. Кажется, что ты условно где-то в Грузии едешь, вот как мы ехали, я помню, в Боржоме дорога очень похожа. И выдают вывески, только вот эти вот, точнее, таблички о том, что здесь аккуратнее могут выйти слоны. Я такая, блин, капец, даже сам факт того, что осознавать, что теоретически тут могут выйти на дорогу слоны, это немножко, во-первых, устрашающе, потому что не хотелось бы столкнуться с ними, но и в то же время очень так, ничего себе, слоны, офигеть, в таком месте я еще, конечно, не ездила. В общем, прикольно. Пока что я тут с вами болтала, Кирилл вроде бы уже разобрался, так что сейчас я у него это узнаю, расскажу, сколько стоит въезд, и мы поедем дальше. Итак, мы справились, скачали, зарегистрировали и даже оплатили. Все вместе у нас вышло 630 бат на двоих. Вот, короче, 300 бат с человека и 30 бат за машину. Вот, нам пришло 2 QR-кода. Один QR-код нам сказали, нужно будет приложить в начале входа в парк, а второй на выходе. И там билеты по времени. То есть, получается, можно купить билет с 8:30 до 12:45, да, Кирилл? А второй есть вариант с 11:45 до 15:30. Мы приехали, время 10:45, нам ни туда и ни сюда. Короче, мы купили тот, который с 11:45. В общем, медленно крадемся по дороге. Кирилл. Кристина. В общем, мы буквально проехали тут, я даже не знаю, сколько, Кирилл, это километр. Мы проехали буквально километр. И здесь уже паркинг, здесь всякие кафешечки, кофейни, наверное, есть. Можно в туалет сходить. И дальше уже нужно будет перемещаться к самим водопадам пешком. Но я еще читала в интернете, что здесь ходят типа гольф-кары такие. И стоимость их до первого уровня водопадов стоит 30 бат. Ну, сейчас посмотрим, проверим. Не знаю, как это будет на практике. Вот, собственно, вот так тут все выглядит. Короче, мы решили прокатиться до первого уровня водопада на
на таких гольф-карах. Вот они там сзади меня стоят, может быть, вы увидите. В общем, я читала отзывы на Google картах еще 4 года назад, что стоит поездка 30 бат за человека. Так вот, оно как стоило 4 года назад, так оно и стоит до сих пор. 30 бат за человека, и вас довезут только до первого уровня водопада. Мы решили прокатиться, посмотреть, в общем, что это такое. 30 бат все-таки небольшие деньги. Обратно, может быть, пойдем пешком, а может быть и нет. Национальный парк Эраван расположен в провинции Канчанабури на западе Таиланда и является одним из наиболее популярных национальных парков в стране. Водопад Эраван – главная изюминка этого парка, и свое имя он получил в честь мифического трехглавого слона Эравана из индуистской мифологии, который, как говорят, обладает волшебной красотой. Водопад имеет 7 уровней. К первому уровню можно добраться на гольф-каре за 30 бат, а вот дальше уже нужно будет подниматься самому. Обязательно возьмите в начале пути в аренду спасательные жилеты, потому что на некоторых уровнях купаться без них запрещено и вас просто не пустят. Ну что, мы добрались до первого уровня водопада. В общем, эти гольф-кары не стоят этих денег, ехать тут недолго. Хотя, если вы сильно устали, обратно, может быть, можно. В общем, но тут асфальтированная дорога, все очень цивилизованно, поэтому вот вполне спокойно можно дойти пешком, не нужно никуда карабкаться. Вы только посмотрите, какие здесь прикольные корни деревьев. Просто я вот прям восхищаюсь всегда деревьями, природой, как вот она просто удивительна и прекрасна. Вот тоже посмотри, вот сними, Кирилл, вот здесь какие корни, да, и вот вообще так прям очень круто. Ну да, на самом деле, я не могу сказать, что он прям очень впечатляющий, но выглядит, да, симпатично. Сейчас посмотрим, что будет на следующих уровнях. Может быть, повыше там будет поинтереснее. В общем, мы пойдем дальше, поднимемся. Посмотрите, вот здесь еще как интересно. Вот тут, допустим, можно перекусить, там у них кафешечка. И посмотрите, как оно все очень прикольно, гармонично сделано, прям вписано в природу. Например, вот эти ступеньки, которые такие каменные, очень-очень красиво и так многоуровнево. Мне чем-то напоминает, как типа рисовые вот эти вот плантации как раз-таки растут и тоже такими ступеньками. Ой, вот там, смотрите, вот там прям какой-то прям прикольный водопад. Пойдемте, наверное, туда поднимемся, подойдем. Вот там прям красиво. Ну, посмотрите, какая красота. Вот здесь впечатляюще. Здесь такие рыбки, капец, это так прикольно. И посмотрите, какой водопад. Ну, прям вообще очень красиво. Так, Кирилл, давай пофоткай меня на телефон. Мы сейчас поднимаемся на 7-й уровень. Надеюсь, там будет что-то эпичное. Хотя не удивлюсь, если там будет примерно вот так. Но на самом деле очень классная тропа. Местами прям вообще супер клевые водопады. Местами, такое себе как бы. Вот, в некоторых можно купаться, в некоторых нельзя. Везде есть таблички. Мы пока еще не искупнулись, решили это сделать на обратном пути, потому что мокрыми подниматься было бы немного сложно. И заодно хотели отметить самый классный водопад, самый классный уровень, где мы будем все-таки купаться. Пока что это был 3-й уровень, потому что там огромный такой водопад, который падает, точнее высокий. И, в общем, такой прям очень эпичный, плюс там такие рыбы прям крупные, можно с ними поплавать. В общем, он самый прикольный. Мы, наверное, сейчас поднимемся до 7-го, потом спустимся до 3-го. В 3-м искупнемся и уже, собственно, поедем домой.
Друзья, наш первый заплыв в водопаде. Но только водопада тут пока нет, и тут не очень приятно. Ну ладно. Мы пока... да. Холодная вода достаточно и очень скользкая. Фух, я это снял. Давай, пожалуйста. Камера в порядке. Мы можем сделать вот так. Водопад вот там. Так, мы молодцы. Мы дошли до последнего уровня и решили отпраздновать это купанием в водопаде. Поэтому мы вот сейчас вот такие красивые. Да, и мы уже спускаемся вниз. В общем, мы переоделись в сухую одежду, я сняла свой купальник, и сейчас мы отправляемся на поиски еды, а потом мы отправляемся уже в сторону дома. Мы оставляли нашу киску одну на целые сутки, и мне немножко страшно, хотя это уже второй раз. Первый раз мы ездили в Бангкок на ночь и тоже оставляли ее там одну. Вот, поэтому надеюсь, что с ней все хорошо. В прошлый раз было все хорошо. В общем, вот как найдем еду, я вам, наверное, поснимаю, что мы будем есть. В общем, если вы хотите покупаться вообще везде, где только можно и где нельзя, то на входе здесь вообще в сам Ереван парк, вот этот вот с водопадами, есть вот такая вот штука. И она стоит, собственно, 20 бат на 2 часа. И оно того стоит. Во-первых, вы не умрете точно. А во-вторых, вас пустят на третий, например, водопад. А третий водопад самый классный. Кстати, вот это вот третий водопад, туда нельзя без этой штуки. Поэтому да. Поэтому очень советую. Мы не взяли. И я жалел. Лично я жалел. Мы сейчас приехали в такой шикарный ресторан, при этом здесь такие нормальные цены. Он находится где-то в джунглях, как раз таки вот в этой провинции, в городе Канчабури. Мы доехали до сюда, нужно было час ехать от водопадов, от национального парка до этого города. Но просто шикарный ресторан. Здесь еще совсем рядом, ну вот прям, можно сказать, на территории находится еще и одна шикарная кофейня. Поэтому мы сейчас сначала отобедаем в этом ресторане и зайдем еще обязательно в кофейню. Возможно, еще съедим какой-нибудь десертик. Мы заказали еду. Сейчас нам принесут еду, и мы вам ее тоже, наверное, покажем. Смотрите, с каким шикарным видом мы сейчас будем обедать. Ну, это просто что-то невероятное. Там еще можно погулять, походить, пофотографироваться. Короче, просто невероятная красота. Так, я уже сняла петличку, приготовилась есть, но я не могу вам не показать, какая красота. Ну, вот это тайский суп том кхам. Дорогие зрители моего канала, я снимаю не только на YouTube, также я веду свои социальные сети в Instagram и в Telegram. Поэтому, если вдруг вы скучаете по мне, обязательно подписывайтесь на них. Ссылочки я прикреплю в описании. Там я снимаю больше интересных сторис и рассказываю о своих путешествиях и делюсь опытом жизни в разных странах. Не забудьте подписаться.